Перед просмотром видео обязательно посмотрите первую серию, чтобы на 100% ознакомиться с обстоятельствами трагедии гибели группы Дятлова. Некоторые фотографии размыты, чтобы не шокировать зрителя. Все события являются реальными. Отдельная благодарность фонду Дятлова и создателям сериала «Перевал Дятлова» на ТНТ за предоставление доступа к материалам уголовного дела и кадрам реконструкции событий. С 1 на 2 февраля 1959 года группа из 9 туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибает на склоне горы Халатчахль. Причины смерти до сих пор остаются тайной. Меня зовут Дмитрий Масленников, и это вторая часть проекта, посвященного трагедии на перевале Дятлова. А мы вернемся вообще домой? Это очень плохо, пацаны. Если это метель, нам пиздец. Разрезайте эту палатку и убегайте прочь. Но я вам официально заявляю, что это самая сложная экспедиция в моей жизни. Они шли, чтобы увидеть что-то. Пацаны, давайте двигаться! Такое умиротворение, но с другой стороны вот Тревога какая-то. тревога, да, ощущение, которое ты описал. Просто представьте, что они были здесь. Вот именно на этом месте. Ребят, вот смотрите, вот. Буквально, посмотрите. Пару сотен метров в этом направлении, и все. Там стояла палатка. Ночь, вьюга. Вы находитесь в палатке в единственном средстве защиты от жестокого, угрожающего вам окружающего мира. И что-то вас настолько пугает, что вы разрезаете эту палатку и убегаете прочь, практически голыми. Как это возможно? Мне кажется, что безумно важно перед тем, как проводить эксперименты на перевале Дятлова, уточнить еще одну важную деталь в этом и так запутанном деле. Дело в том, что один человек из группы Дятлова все-таки выжил. Сейчас приехали в очень важное место. Это захоронение дятловцев и их обелиск. Мне кажется, что просто обязаны были зайти сюда. Как-то не по себе стало. Атмосферно. Еще, ребятки, что я заметил и вспомнил. Удивительный факт, что вот дятловцы, которые здесь захоронены, и Юдин Юрий, который выжил, но попросил похоронить его здесь же после своей смерти. То есть вот, ребята, дятловцы, и он здесь же захоронен. Друзья, у меня сейчас в руках личный дневник Зины Колмогоровой. Фух. Юра Юдин, он от нас сегодня уходит. Юрий Юдин, студент 4-го курса инженерно-экономического факультета УПИ. Единственный выживший из группы Дятлова. Юрий с детства не отличался крепким здоровьем. Несмотря на это, в турклубе УПИ он считался человеком опытным и подготовленным. Юдин покинул дятловцев из-за воспаления седалищного нерва за несколько дней до гибели группы. Среди найденных вещей группы были фотоаппараты с пленками, а среди отснятых кадров была и сцена прощания с Юдиным. Тогда они еще не знали, что расстаются навсегда.
Так, давайте вообще сейчас ставим план действий, потому что времени у нас светового не так много. Ну, Что мы делаем? в первую очередь нам нужно поставить палатку на склоне, потому что Саня говорит, допустим, что ее вообще нельзя там поставить. И это невозможно. Так, раз, пункт. Что еще? Второе, 100% мы от палатки должны будем спуститься вниз к лесу и проверить, сколько времени займет. Да, потому что патологоанатом говорил, что Дубинина, скорее всего, погибла спустя 10-20 минут 10-20. после получения травм. Сколько И у вот, нас займет? да, и мы проверим, сколько у нас это займет по времени. И, соответственно, когда мы спустимся вниз, на них были следы радиации. Я предлагаю свалить дерево, проверить его временные кольца на наличие радиации. Все, давайте. Давайте, пацаны, времени мало, пора. Чувствуешь ветер какой? То есть это то самое место, где остановились дятловцы? Да, плюс-минус 5-6 метров получается. И вот сейчас мы на личном опыте попробуем это сделать. Да еще самое главное, что, Дим, тут не только из-за оттяжек, еще просто само место неровное, ветропродуваемое, незащищенное. Внизу дрова, а здесь дров нет. Если вот ты идешь с группой, тебя застала прямо здесь непогода, почему не сделать? Я отступлю вот сюда. Ну, возможно ли, что была настолько сильная пурга? Они бы в настолько сильную пургу бы здесь не поставили. Изучая материалы уголовного дела и общаясь с товарищем Кунцевичем, мы поняли, насколько тщательно дятловцы относились к установке палатки, ставя ее, например, в лесу. Это поколение, дети войны, вот, которые прошли экстремальную школу, они сформировались очень ответственными. Вот это ценно. Способные принимать ответственные решения. И тем более непонятно, когда версии появляются об их гибели, которые их же обвиняют, дескать, вот, что-то неправильно сделали. Да, лучше этих ребят никто бы решения не принял. А тут они принимают решение ставить палатку именно в этом месте. Почему же? Ведь эта локация является самой обдуваемой для установки палатки. Буквально 100-200 метров в обратном направлении находятся скалы, где сейчас установлен обелиск, и через которые, судя по картам, проходила группа дятлов. По словам Александра, как опытного туриста и организатора экспедиции, эти скалы были бы идеальным местом для установки палатки в ту вьюгу, которая происходила на перевале Дятлова с 1 на 2 февраля. Так почему не менее опытный Дятлов, когда он был ответственным за жизнь еще 8 человек, не принял решение повернуть назад и не установить палатку в безопасном месте? Странно. Я склоняюсь к тому, что они шли именно в то место, именно в такой лютый холод, именно в самый короткий световой день. Они шли, чтобы, так сказать, понаблюдать за каким-то явлением. То есть палатка могла быть просто местом укрытия для наблюдательного пункта, как засидка у охотника. И, возможно, только еще вот в этом же случае они могли поставить палатку там, чтобы увидеть что-то. Смотри, вот мы классический маленький колышек берем, он сейчас держаться не будет, он выходит. Чтобы сейчас нам закрепить, нам надо других колец. Палатку держите, Заметьте, ребят, только подняли палатку, уже ветер ее начинает разносить, а мы толком его не чувствуем. Что здесь происходило во время вьюги, как написано в уголовном деле, я вообще себе не представляю, потому что, мне кажется, палатку бы просто снесло. Вопросов с каждой секундой нахождения на перевале Дятлова становилось все больше и больше, потому что действия группы не поддавались логическому объяснению. Но, как я и говорил, загадки в этой истории абсолютно везде. Сейчас я хотел бы отвлечься от перевала и рассказать вам о том, что же все-таки мы обнаружили на кладбище у мемориала памяти дятловцев. Вечная память туристам Уральского политехнического института, трагически погибшим на Северном Урале 2 февраля 1959 года. Друзья, когда вы начинаете подробно изучать вопрос, все больше и больше вы привязываетесь к этим ребятам и по-настоящему им сочувствуете. Потому что, ну реально,
Ребята очень молодые, ребята спортсмены, все красивые. И так трагично умереть, это конечно, ужасно. Ничего не понял, что здесь написано? Никитин Виктор Алексеевич. Так, А это кто? Стоп, подожди. это кто, и он еще по центру. Так, стойте. Так, стоп, подожди. Стоп. Слободин тут. Колеватов. Колеватов есть. Вот, да, смотрите. Получается, это обелиск памяти дятловцев, но здесь не похоронены два человека. Это сам Золотарев и Кривонищенко. Они похоронены на другом кладбище. Но, ребят, мы сейчас стоим и немного в ступоре, потому что мы нашли еще одного человека среди этих могил. Какой-то Никитин Виктор Алексеевич, которого здесь нету. Не знаю, может мы сейчас выглядим тупо и на фоне каких-то исследователей выглядим глупо, что мы какой-то материал не изучили, но я не видел его нигде. Никитин Виктор Алексеевич к группе не относится, похоронен вместе с ними на Михайловском кладбище ввиду стечения обстоятельств. В смысле, ввиду стечения обстоятельств? Среди дятловцев похоронен вообще не относящийся к их группе человек. Кто он такой? Почему он похоронен в самом центре? Почему о нем нет никакой информации в уголовном деле? Еще масса вопросов, ответы на которые нам придется искать дальше. Смотрите, ее сейчас сдувает, реально, еще даже порывистого толкового ветра нет, а она уже у нас готова к полету. Парусность огромная, даже с учетом того, что у них была не такой модели палатка, и мы сейчас игнорируем установку здесь палок, оттягиваем, ставим центральный холм. Вот эта конкретная палатка для гор точно не подходит, как и их. Поэтому думайте сами, все-таки на каком месте она должна стоять. Чтобы наш поход не был зря, мы мало того, что поставим палатку, мы с вами на ваших глазах пойдем до леса. Тот путь, который прошли дятловцы в ту роковую ночь. Мы пройдем и измерим показатели, которые необходимы нам для расследования. Я сейчас буду засекать расстояние, ты время. Окей? Давай. Готовы? Раз, два, три. Ставь, пошли. Я чувствую, это будет долгое путешествие. Ты чувствуешь, как спину ветер просто? Да, это капец. Прямо на ваших глазах мы проводим очень жесткий эксперимент. Мы проходим путь дятловцев, который они преодолели, а потом погибли в этом страшном лесу. Я сразу хочу объяснить вам сложность происходящего. Когда я только изучал уголовное дело и рассматривал материалы с места событий, я думал, что пройти путь дятловцев от палатки до их лагеря около Кедра нам не составит никакого труда. Просто посмотрите, здесь же совсем небольшое расстояние. Как я ошибался. Ни фотографии, ни наше видео не могут передать вам масштаб происходящего. В сериале «Перевал Дятлова» на ТНТ вам показали место событий как небольшой холмик, но в реальности все совершенно по-другому. Только на этих кадрах коптера видно, насколько ничтожно мы выглядим по сравнению с горой. И только на этих кадрах понятно то расстояние, которое прошли дятловцы и которое попытались пройти мы в рамках эксперимента. Мне кажется, бежать невозможно было. Так долго, тем более, реально. Сам подумай. Это мы в сапогах сейчас идем, в теплых штанах, в первом перье. Да. Мы идем, знаем, куда мы идем. И получается, сейчас мы прошли с вами. А где-то на 700 заканчивались их следы. Это чисто физически невозможно с травмами вот так вот идти. Нет, это да, это
Мы... еще кого-то нести. Мне кажется, это теория, что они получили травмы. Там 100% отпадают. Да, 100%. Миллион. Это чисто физически невозможно. Бывает так называемый посттравматический шок, но он все равно заканчивается. Когда, знаешь, там стреляют в плечо, какое-то время человек может что-то делать, но потом он осознает, что у него прострелено плечо, начинает чувствовать боль и так далее. Здесь, ну, время вышло уже, по сути. Во-первых, есть официальная версия, я так понимаю, которая связана с лавиной. Как вообще вы к этой версии относитесь? Ну, опровергается эта лавинная версия. В прошлом году туда ездили прокуроры, ездили, значит, «Комсомольская правда». И я своих направил, ребят тоже, москвичей. И они проверили на сдвигаемость снежный пласт. И доказали прямо физическим экспериментом, что никакой лавины близко не могло быть. Ну, разве что что-то там, какой-то сильный взрыв был где-то там недалеко. А сама по себе нет, не сойдет. Ну, получается, среди ваших родственников и так далее не было такой информации, что вообще в этом районе где-то могла произойти лавина, либо схождение снега и так далее? В наших горах нет, не было такого. Ручей. Место гибели Золотарева, Колеватова, Дубининой и Тибо-Бриньоля. Это тот самый ручей, где была найдена последняя четверка. Я за последний месяц столько смотрел на эту схему расположения тел, что я вот смотрю сейчас на этот ручей, мне не по себе становится. Знаешь, до того момента, как мы здесь не побывали, я мог себе как-то все это представить, все, что о них писали. Но сейчас, пройдя весь этот путь, я понимаю, что это просто нереально. Сейчас мы пытаемся найти тот самый кедр, под которым лежали дятловцы. Дима, иди сюда. Кедр. Место гибели Дорошенко и Кривонищенко. Непонятно. Эмиль, время сколько у нас заняло это? Чувак, 45 минут. Что, мы шли сюда целенаправленно. Целенаправленно, Карта. конкретно в эту точку. Почему именно сюда? Вода началась, если вдруг нужна была вода, она была намного раньше, да? Лес начался намного раньше, чтобы укрыться от ветра, найти дрова. Только лично побывав на месте событий, ты понимаешь, насколько путь дятловцев действительно был сложный. Факты, которые мы знали. Они прошли 1,5 километра от палатки до кедра. Как минимум у 2 из них были такие травмы, что передвигаться было затруднительно, и они шли практически без одежды. А вот теперь те факты, которые мы собрали на самом перевале Дятлова. Эта местность крайне сложная, усыпанная камнями, ручьями и перепадами высот. Это не просто линия, соединяющая палатку и кедр. Это скорее извилистый маршрут сначала по склону, а потом по самому лесу. Вряд ли на такой местности в полной тьме, стужу, да еще и с травмированными товарищами можно бежать. Скорее аккуратно идти. Этот путь дятловцев в темпе и в более благоприятных условиях у нас занял 45 минут. Ну и в завершении Александр сделал одно очень важное замечание. Зачем они шли до этого кедра? Где-то на середине пути дятловцев начинается лес, чуть позже ручьи для питьевой воды. Так ответьте мне на вопрос, зачем нужно было проходить еще столько же, если условия практически одинаковые, а идти по лесу было на порядок сложнее, чем по открытому склону? Мне кажется, что это все очень важные данные, которые мы будем использовать чуть позже для глобального разбора трагедии на перевале Дятлова. В общем, сейчас что делаем? Берем, находим сваленное дерево, либо сухое, пилим его и проверяем временные кольца на счетчик Гейгера. Так, вот то самое дерево. Буквально несколько метров от него мы нашли поваленное. Сейчас Сломанная молния, видишь, как эпично бахнула. Сейчас я очищу.
Перед тем, как отправиться сюда, я проконсультировался у одного товарища, который плотно занимается физикой. Он посоветовал проверить радиацию, проверить излучение бета-частиц именно на срезе дерева. Потому что временные кольца, которые застали тот период, должны содержать эту радиацию. Но если сейчас у нас прибор начнет орать, я буду в таком шоке вообще. Прибор готов к работе. Мы открываем защитный экран и проверяем. Фу, честно говоря, волнительный момент. Десять. Следы, это, по-моему, бета-излучение, нашли только на 4 из дятловцев. Иванов, следователь по особо важным делам, этот эксперимент, это исследование провел только на последних 4, поскольку вертолетчики отказывались их вести. Ну, во-первых, уже плохое состояние трупов. Вот. И вертолетчики что-то заметили, может быть, уже повышенный уровень. Заметили, потому что они постоянно летали, и у них приборы эти были дозиметрические. Так вот примерно оценили вот это специалисты. Я думаю, что нет ничего. Мы проверили этот срез дерева и еще несколько деревьев вокруг, но никаких следов радиации мы здесь не нашли. 6 дней пути, чтобы провести 1 день на перевале Дятлова и сделать действительно очень важные для нашего расследования выводы. Мы на еще один шаг приблизились к разгадке гибели группы Дятлова, но буквально через пару часов мы уже переживали за свои жизни. Пацаны, я не хочу ничего сказать, вот туда посмотрите, блядь. А мы вернемся вообще домой? Это очень плохо, пацаны. Если это метель, нам пиздец, я вам сразу говорю. Ну, просто надо оперативнее идти. Реально, сейчас вот без шуток у нас очень мало времени, парни. Пацаны, на полный пиздец. Я не знаю, вам видно или нет. Какой здесь... Дима, да. След пропадать начинает. Твой? Нет, ребят. Давайте, идите. Ребята, полный пиздец. Посвети на него. Имеет. Давайте, какая сила, потихоньку. Это буран. Это вьюга. Шутки про то, что мы можем здесь остаться, уже не кажутся такими смешными. Алло, мам, привет. Я сейчас перед перевалом Дятлова в деревне Манси нашел телефон, вот звоню. Пойдем, котенок, надо идти. Солнце, пойдем. Ну, слегка замерзли, но в целом все прекрасно. Блять, я не знаю. Мы попали в полную жопу. Я не знаю, объективно выберемся мы или нет из нее. Это просто пиздец, ребят. Ну нормально, мы тепло все оделись, так что не переживаем. Все есть, термобелье, все есть, не переживаем. След за него, смотри. Спрашивают просушиться, где есть, там все. Мы как будто на Эвересте каком-то. Последний сеанс связи перед самим перевалом. Так что вот когда вернемся, я тебя наберу обязательно. Давай, все хорошо. Идем. Пацаны, давайте двигаться! Сейчас мы случилось, блядь, нам дойти надо. Все хорошо. Ну вот. Все, целую, люблю. Люблю, целую. Не переживай. Давай. Пока-пока. Давай, люблю тебя. Давай целую. Даник, палатка! Серьезно?
Да, мы видим палатку. Мы видим палатку, братан. Они никак не могут ставить палатку. Да похуям, блядь, давайте выберемся. Так, официально я заявляю, ребят, под этим выпуском я ничего не буду просить. Там типа новая серия и так далее. Под этим выпуском должно быть 1 000 000 лайков. 1 000 000 лайков за вот то, что мы прошли. Иначе я вам 1 000 000, не меньше, ребят. Пожалуйста, оцените, потому что вот эта ситуация была, ну, на 10 из 10 экстремально. Пожалуйста, 1 000 000 лайков под выпуском про перевал Дятлова. Мне кажется, что комментарии излишни. Мы, сами того не ожидая, попали в такие же условия, в которых была группа Дятлова с 1 на 2 февраля 1959 года. И, честно вам скажу, это было действительно страшно. В конце этой недели вас ждет заключительная 3-я часть проекта, посвященного перевалу Дятлова. И мы соберем все факты воедино, чтобы выстроить картину той ужасной трагедии. И я так вам скажу, что она будет отличаться от официальной версии. С вами был Дима Масленников. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить продолжение. Всем удачи!